Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я еще раз хочу показать, как обтянуть сердечко шелком. Я занимаюсь елочными игрушками уже больше 5 лет и обтянула много разных заготовок, в том числе и сердечки. Но в этот раз, когда я вот начала работать над комплектом в белом, у меня было такое ощущение, что я это делаю в первый раз, потому что ткань, мы собираем ее вот на эту пимпочку, не на колпачок, а именно на пимпочку. И она у меня все время туда-сюда убегала, и в ходе работы у меня такой появился маленький лайфхак, который облегчает работу и позволяет зафиксировать ткань здесь. И сегодня я поделюсь, как это сделать. Для работы я буду использовать сердечко, оно у меня 8 сантиметров. И буду использовать нитки. Это у меня обыкновенный хлопок. И вот у меня сложена она в 4-5 раз. Обыкновенная нитка. Часто задаете вопрос, какие нитки я использую. Вот 100% хлопок. И также буду использовать шелк. Также много вопросов по материалу. Его еще называют шелк Армани. Он как бы тянется достаточно так хорошо. Это сердечко обычно я беру отрезок 25-26 сантиметров квадрат. Но сегодня я резать не буду. Вот прямо вот так беру. Укладываю, где у нас вот эта пимпочка. Смотрю, чтобы мне со всех сторон хватило ткани. И вот просто накрываю вот так сверху. И здесь укладываю красиво вот такие складочки с одной стороны и с другой стороны. И просто вот так перехватываю. Здесь у меня пимпочка, но колпачок еще не одет. Теперь я беру нить и вот таким образом сразу обворачиваю. И последний отворот вот я держу вот здесь. И вторую. И у нас получается нитка садится прямо вот на эту пимпочку. И вот мои две ниточки, я их беру и прямо оттягиваю вниз. И у меня получается вот эта пимпочка сразу посередине. Я перехватываю вот так пальчиком и теперь завязываю здесь узелки. Так, мне не совсем удобно в камеру, ну вот узелок. И сейчас я воспользуюсь зубами, просто перетяну его. Вот один узел. И также делаем второй узел. Вот видите, пимпочка у меня сразу под пальчиком. Завязываем 2 узелка. И вот теперь, когда у меня пимпочка здесь, я держу пальцем. И все, у меня уже никуда ничего не убегает. Вот я все начинаю расправлять. Каждый сантиметр вот так утягиваем. Вот вы видите, как все хорошо вот здесь утягивается. Посмотрите, как все идеально. Я все удерживаю вот у меня. Здесь все удерживаю пальчиком. Обрабатываю с одной стороны, переворачиваю и со второй стороны. Вот видите, все очень ровно ложится. Вот таким образом. И теперь, когда я один раз обработала, я вот одну вот эту ниточку держу, а второй просто вот так через сердечко, вот таким образом, так вот эту держу, я вот так. Видели? Просто вокруг сердечка. И делаю еще 2 узелка. У меня уже никуда не убежит ничего. Один узелок и второй узелок. Конечно, без камеры у меня все это быстрее получается. Вот. И теперь, когда я уже затянула, вот моя тут пимпочка, я еще раз все обрабатываю. Каждый сантиметр. Сейчас у меня греется пистолет, и мы вот этот кончик здесь мы заклеим с каждой стороны. Пистолет у меня нагрелся, вот я последний раз все тут утягиваю, и если мне все нравится, беру вот так, оттягиваю вот эту часть, и здесь наношу клей, чтобы все закрепить. И холодным чем-то прижимаю, чтобы быстрее все закрепилось. И вот вы можете посмотреть, как красиво эти складочки легли. Теперь переворачиваем вторую сторону. Также придерживаем все вот тут пальчиком.
Еще раз обрабатываем все. Вот так, где нам надо что утянуть. Вот здесь, видите, мне такая небольшая складочка, она мне не нравится. Вот я ее сейчас вот все утянула. Последний раз все проверяю, отворачиваю и наношу клей. Клей прямо вот туда вовнутрь наношу. Прижимаю и даю закрепиться. И посмотрите, как все ровно и красиво у меня получилось. Красота. Теперь я аккуратненько, чтобы не подрезать вешалку, беру и лишнее все состригаю. Так, ткань убираем. И теперь будем обрабатывать вот здесь. Также по чуть-чуть все отрезаем лишнее. Сразу не режем, а понемногу. Я большими ножницами отрезаю самое большое, а затем уже маленькими буду все подравнивать. Так, я беру зажигалку и понемногу начинаю все подрезать. Здесь надо очень аккуратно работать, никуда не спешим и сразу как бы много не режем. Почему-то в этот раз, когда я работала, у меня вот возникли такие трудности с обтягиванием, хотя уже обтянула очень много сердечек. И понемногу все подрезаем. Подрезаем вровень вот с этой пимпочкой. Совсем по чуть-чуть. И продолжаем работу. И сейчас я беру зажигалку и также аккуратно, чтобы не подрезать вешалку, все это запаиваю. Нам главное здесь все запаять, и потом мы обработаем все это еще лентой. Вот такое получается. И сейчас верхушку я буду обрабатывать лентой. Я беру, подклеиваю ленту посередине вот здесь. Даю ленте закрепиться, так как мне сейчас надо будет очень-очень сильно все это натянуть. Вот я прямо придерживаю. И теперь отодвигаю чуть-чуть все тут и намазываю клеем. И сильно-сильно утягиваю. Вот, клей может вылезти, вот как у меня. Это ничего страшного. Главное дать закрепиться, чтобы у нас все это дело вот хорошо лежало. Теперь дальше снова наношу вот тут клей. Сначала подклеиваем серединку. Придерживаем и вот так вовнутрь вдавливаем. Вот, чтобы у нас верхушка, видите, как она. То, что клей вылез, ничего страшного. Все закрепилось. Так, чтобы не испачкать вешалку, я сразу его уберу. И вот сюда клей до середины. И снова вот так из-под низу. И вот придерживаем. И посмотрите, какая красивая верхушка получается. И даем, конечно, закрепиться. Так. Все, можно еще чуть-чуть. И лишнее отрезать. Даем закрепиться. И теперь я беру колпачок. Вот здесь, где у меня боковинки, я буду немножко вот эти вот железную вот эту подрезать. Вот таким образом. И также поступлю с другой стороны. Это именно где будут боковинки. Чтобы у меня все ровно и красиво легло. И сейчас немного вот это все раздвигаю и подклею. Примеряю, чтобы у меня все красиво легло. Так, еще чуть-чуть. Так, пинцет сразу возьму, чтобы прижать.
И вот у меня все красиво ляжет. И все укладываю. И даю закрепиться. И теперь я немного вот эти отодвину и тоже их подклею, чтобы уже все у меня держалось отлично. Вот туда клеем подлезаю и прижимаю. И даю закрепиться. Вот что получается. И по боковинкам я клею ленту с петельками. Также просили показать поближе, как лента выглядит. Вот, очень такая симпатичная. И, конечно, помогает в работе. У меня универсальный клей. В аппликатор я налила, чтобы мне было удобнее работать. Распределяю и подклеиваю на боковинке. И чтобы не ждать, я беру иголочку и подкалываю, чтобы здесь у меня все держалось. Так, сейчас возьму подставочку, вот эту. Вот. И так как у меня будет здесь пришиваться кисточка, я вот так вот пальчиком отмеряю, докуда мне надо нанести клей. Укладываю сердечко и наношу клей. Там, где кисточку я пришиваю, клей носить не стоит, так как потом будет сложно ее пришить. Иголкой через клей очень трудно пройти. И вот так по боковому вот этому шву по склеиванию я подклеиваю. Вот внизу мне ничего не мешать не будет. Теперь снова укладываю сердечко, 5 миллиметров отступаю. Так можно вот так сразу отрезать. Вот. И теперь уже одним махом вот наношу клей и сразу подклею. Распределяю носиком сразу. Хватаю второй кончик и полностью подклеиваю. И вот такая заготовка у меня получается. Конечно, потом я пришиваю кисточку, обрабатываю боковинки стразами, верхушку. И вот такая заготовка у меня в итоге получится для последующего декора. В следующем видео я покажу, как пришить кисточку. Вот чисто, красиво, аккуратно и самый такой подходящий вариант. Для себя я его нашла и теперь кисточки пришиваю только так. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.